Приветствую вас всех, уважаемые зрители и подписчики моего канала, и сегодня я вам хочу показать, как легко и просто приготовить вкусное пирожное шоколадная картошка с заварным кремом. Итак, смотрим. Для начала необходимо нам просеять муку вместе с какао. Я уже перемешал, и теперь нам осталось только просеять. Муки я для этого рецепта использую 240 грамм, а какао ровно 50 грамм. Обязательно просеиваем муку и какао, чтобы они насытились кислородом. И, как всегда, у нас остается где-то твердые крупинки. Их выбрасываем. Добавляем сюда пол чайной ложки соды. Добавляем сюда ровно 5 грамм разрыхлителя для теста. И теперь еще сюда добавляем 250 грамм сахара. И теперь я все хорошенько тщательно перемешаю. Как вы все знаете, всегда сухие ингредиенты отдельно перемешиваются от жидких. Делаем в середине небольшое углубление. И теперь я сюда добавляю 280 мл молока. Добавляю я сюда сливочное масло, которое я заранее растопил, ровно 60 грамм. И добавляю сюда 2 яйца. И теперь нам осталось сюда добавить ровно 60 мл растительного масла. И теперь с помощью ложки начинаем замешивать тесто. А потом замешиваем с помощью миксера. Все я перемешал, и теперь я сюда добавляю 1 столовую ложку 6% уксуса. У меня это винный. И теперь я с помощью миксера все хорошенько перемешаю. Для этого бисквита я использую форму на 24 сантиметра. На дно я постелил пергаментную бумагу. И теперь выкладываем сюда тесто с помощью силиконовой лопатки. С помощью силиконовой лопатки очень удобно перемещать тесто. Прям хорошо собирает с бортов. И теперь равномерно распределяем тесто по всей форме. Заранее разогрел уже духовку до 180 градусов. И теперь отправляем нашу форму с бисквитом в духовку ровно на час. А пока у нас готовится бисквит, приготовим заварной крем. Здесь у меня 700 мл молока, и отправляем это молоко на плиту разогреться, но не доводим до кипения. Здесь у меня ровно 2 яйца. Теперь я сюда добавляю щепотку соли и с помощью миксера начинаю эти яйца взбивать до пышной массы. Масса должна увеличиться ровно в 2 раза. Все, яйца я взбил, и теперь я сюда начинаю вводить сахар. Ровно 200 грамм в итоге у нас получится. И вот так с помощью миксера перемешиваем все. Перемешали, опять добавляем сахар, опять взбиваем. Вот такая вот масса в итоге у нас должна получиться. И теперь я сюда добавляю муку. Муку я обязательно просеял предварительно. И теперь я сюда добавляю муки ровно 60 грамм. И сначала вот так вот перемешиваю, а потом на медленной скорости, увеличивая, все перемешаем. Все, муку я ввел сюда, молоко у меня разогрелось, и теперь вот так вот понемногу добавляем и перемешиваем миксером. Это делается для того, чтобы у нас яйца не свернулись. Сейчас я перемешаю, опять добавлю молоко и опять буду перемешивать миксером. Здесь у меня разогретое молоко. Добавляем теперь нашу массу. Огонь делаем маленький-маленький. И постоянно помешивая, прям не отходите от плиты, постоянно мешая, делаем крем на медленном огне. Прошло у меня ровно 5 минут, и посмотрите, какой густой крем в итоге у нас получается. Выключаю я газ, но продолжаю периодически помешивать, чтобы не образовалась сверху корка. Немного так дам остыть, а потом затяну пищевой пленкой в контакт и дам остыть до комнатной температуры. Прошел у меня ровно 1 час, и бисквит у меня приготовился. На готовность проверяем с помощью зубочистки. Если она выходит сухая, значит бисквит готов. Теперь я бисквиту дам полностью остыть до комнатной температуры.
Здесь у меня ровно 180 грамм сливочного масла комнатной температуры. И теперь с помощью миксера я это масло хорошенько взбиваю. Масло я взбил, заварной крем у меня остыл до комнатной температуры. И теперь я вот так вот потихонечку его сюда в масло ввожу. С помощью миксера все хорошенько перемешиваю. Соединил я сливочное масло с заварным кремом, и посмотрите, какой красивый и вкусный густой крем у меня получился. Вот такой вот пористый бисквит у меня получился. Он уже остыл до комнатной температуры, и теперь я его разламываю вот на такие вот куски. И будем измельчать с помощью блендера. Чтобы у нас хорошенько мелко измельчился бисквит, я эти куски тоже разламываю на небольшие кусочки. И теперь с помощью блендера хорошенько все измельчаю. Вот такая вот в итоге крошка у вас должна получиться. Посмотрите, какая она мелкая, крупной нету. Здесь у меня ровно 600 грамм заварного крема. И теперь я сюда добавляю часть бисквита, 1/3, и начинаю все перемешивать. И смотрю по консистенции. Если надо, добавлю либо заварной крем, либо бисквит. Но тут бисквита, конечно, мало, я буду еще добавлять бисквит. Вот такое вот в итоге тесто у вас должно получиться. Как пластилин. Вот я его перемешиваю рукой, посмотрите внимательно. Значит, по весу у меня ушло 600 грамм заварного крема и 850 грамм бисквита. Осталось у меня 430 грамм заварного крема, но я найду, куда его применить. И теперь начинаем формировать наше шоколадное пирожное картошку. Делаю я обычно по классическому варианту вот такую вот картошку. Вот так вот, как пластилином, как в детстве мы лепили, вот точно так же и здесь. Ничего сложного в этом нет, даже у начинающих легко получится. Вот такое вот количество картошки у меня получилось. И с помощью вот такого вот кулинарного гаджета я делаю вот такие вот две дырочки. Сейчас будем делать глазки для этой картошки. В кулинарный пакет я немножко добавил заварного крема, сделал небольшую дырочку. И теперь делаем с помощью заварного крема вот такие вот глазки нашему пирожному картошке. Как вы все поняли, пирожная картошка делается легко и просто. Любая молодая хозяйка с этим справится. А вкус этой картошки просто потрясающий, прям как в детстве. Готовьте на здоровье, приятного всем аппетита. Всем пока-пока.